Да, Илон. Да, ну, так мы вот тут показываем. Так, ну ничего. У нас там, видать, мало людей. Не переживай, не скупирую твои батареи. Все, ладно, давай. Привет! У нас сегодня другой вид видео. Мы сегодня расскажем все новости, которые Tesla представила на свой Battery Day. Первое всего, что самое интересное они представили, это они объявили, что будет Tesla за $25 000. Как это будет? Расскажем в процессе в этом видео. Я тут взял компьютер, чтобы ничего не забыть, потому что это у них очень сложный план, там очень много шагов, и давай понемногу все расскажем. Машину за $25 000. Как они хотят это делать? Короче, они хотят делать батареи настолько дешевле, чтобы можно было продавать машину за $25 000. Все. Неизвестно какие характеристики, больше чем вы сказали. Только что будет стоить это 25 000. И Илон сказал, что через, может быть, 3 года. Можешь мне делать тут прикольную анимацию? Это 3 года на время Илон. И так что, наверное, это в настоящем мире 5 лет или не знаю сколько. Надеемся, что будет правда 3. Хотя нет, не будет. Как они хотят это делать? У них есть план, который состоит из кучи шагов. Первый шаг – это они хотят, как Илон сказал, что хотим делать самый эффективный процесс производства машин. Потому что когда-то у всех фирм будут хорошие батареи, у всех будет какой-то там автопилот, но Tesla должна быть самая эффективная в том, что строит батареи, строит машины. И это то, чем они занимаются. Это первый шаг. Если можешь производить больше машин, больше батарей в одном месте, можешь делать дешевле, строить больше. Потому они тоже начинают строить свои батареи. До сих пор они покупают батареи у Panasonic и у CATL в Китае. Например, в нашем Model 3 есть батареи Panasonic. Но они хотят строить свои батареи. Не чтобы заменить Panasonic и CATL, нет, а чтобы добавить свои батареи на те, которые покупают. С целью, чтобы производить, они считают, что могут производить из своих батарей 3 тераватт-час в год. В каком-то моменте на презентации говорили, что чтобы поменять все машины в Америке на электрические, нужны 20-25 лет, в которых постоянно производить 20 тераватт-час каждый год. Это очень много батарей, и потому нужен очень эффективный процесс. Второй шаг. Они купили шахту в Америку с целью, чтобы сейчас, если вы смотрите, сколько едет материалы, чтобы строить батарею, это просто сумасшествие. Собирают материалы из шахты где-то там, потом отправляют куда-то, там обрабатывается в Японии, потом оттуда отправляют в какое-то место, еще из какое-то место отправляют обратно, и потом оттуда в Америку, и потом вам в машину. Получается, что в среднем они считают, что материалы путешествуют 25 000 километров. И это очень дорого, очень неэкологично и все это. И они хотят делать все близко. Потому купили шахту и потому хотят делать свою систему производства с начала до конца, чтобы сэкономить, чтобы тоже быстрее производить и чтобы контролировать весь процесс. Для чего им это? Чтобы строить батарейки. Мы просили, что поскольку у нас уже несколько подписчиков, мы просили у Tesla, чтобы нам отправили новые батарейки, которые они показывали. Мы как раз... О, тут телефон. Да? Да, вот сейчас иду. Иду собирать батарейки. Я сейчас. Так, у нас уже тут есть прототипы новых батарей, сейчас покажем. Но первый я вам покажу обычная батарейка. Это АА. Стандартная батарейка-аккумулятор, который вы пользуетесь для всего. Это просто для сравнения. Вот покажу батарею. Вот эти батарейки, которые на Model S и Model X. Это вот тут пишет Panasonic Tesla 18650. Это потому что у них ширина 18 мм, высота 65 мм. По сравнению, вы видите, они выше.
и они тоже толще, немного, чем обычная батарейка. В Model S и Model X есть примерно 8200 таких батарейки. Вот эти. Скажем так, это старые батареи Tesla. Сейчас на Model 3 и на Model S Plate, которые они показали, сейчас расскажем об этом, есть новые батареи. Вот, покажу батареи, которые сейчас. Вот эти. Они чуть-чуть выше. Это Tesla 2170, 21 мм ширины, 70 мм высоты. Они чуть-чуть выше. И они тоже чуть-чуть шире. На Model 3 Long Range, как наша, или на Performance, есть 4400 примерно таких. Это батареи, которые сейчас Tesla пользуется, они из, как я говорил, Panasonic и CATL. У меня там пишет. Ну, еще какие-то там вещи пишет, потому что это мы переиспользовали бумагу. Ну ничего, сейчас такие батарейки. Вот, какие новые? Вы готовы? Вот, сейчас такие батарейки. Вот такие здоровые батареи. Это, она наоборот. Вот, вот так. Это Tesla 4680, 46 сантиметров ширины и 46 миллиметров и 80 миллиметров толщины. Они чуть выше, но намного толще. Это что значит? Значит, что в каждой батарейке из этих по сравнению с которой сейчас есть на 5 раз больше энергии и на 6 раз больше мощности. Просто потому что она больше, помещается больше энергии. В чем прикол? Ты, конечно, можешь строить батарейки такие, если хочешь, но это имеет тоже проблемы. Они имеют больше энергию, но тоже есть больше проблемы. Проблемы, например, что поскольку батарея толще, она греется больше. Почему это? Давай делаем тут мини-отдел и использую мой диплом инженер и расскажу вам об этом. Можешь мне делать тут вот такой диплом летающий? Давай вот. Такой. Так, почему нельзя делать безразмерно большие? Потому что самое всего, что они сложнее производить, как, может быть, вы знаете, сейчас батарея, сейчас тоже расскажем об этом. Батарея это как бумага, ну не такая как это, но чуть получше, металлическая, но она просто закрученная вот так, и она закручивается вот так, и получается вот такая батарея или такая. Это значит, что чем толще батарея, сами электроны ездят по батарею больше расстояния. Значит, им стоит больше времени, скажем так, и это значит, что батарея греется больше, и у нее меньше мощности. Поскольку электроны летают больше по батарее, батарея греется больше. Потому нельзя делать безлимитно большая. Они говорили, что они делали всякие тесты и нашли, что идеальный размер для них это вот такой. Как я говорил, 46-80, 46 мм толщины, 23 мм радиус и высота 80 мм. Только это делает такой форм-фактор. Это значит, они сохраняют на 16% больше энергию в каждой машине. Только поменять форм-фактор. Еще что они делали, чтобы батарея не грелась так, они поменяли дизайн самой батарейки внутри. Она больше не такой металл закрученный, а они делают по-другому, как на этой фото вы видите. Там они придумали такой рисунок. Они говорят, что так электроны путешествуют по батарейке не 250 мм, а 50 мм, то есть на 5 раз меньше. Значит, батарея будет греться намного меньше и будет лучше и дольше жить, потому что греется меньше просто. Больше технических деталей про эту новую батарейку, что нам сейчас нужно вернуть, потому что нам давали как на тест. Они поменяют, с чем сделаны анод и катод. Анод и катод, скажем так, это плюс и минус. Откуда-куда идут электроны. И на батарейке обычной, которые, как я говорил, не закручены, есть анод, есть катод, и посередине есть разделитель. И когда ты используешь батарею, электроны идут в ту сторону, и как это заряжаешь, идут обратно. В чем проблема? Что электроны постоянно идут туда-сюда, и оно портится.
чтобы не портилось, сейчас пользуется кобальт. Кобальт, как вы, наверное, знаете, он очень вредный, там очень плохо говорят, что дети работают шахтарем, и вот это все ужасно. И поскольку это необычный элемент, это очень дорогой. Что люди делали в последнее время, это пользоваться каждый раз все меньше и меньше кобальт. Что они сейчас делают, что у них получилось, это делать батареи, в которых катод без кобальта, сделан только из никеля. Сказали, что они делали какой-то свой сплав, они придумали новый сплав, в котором можно строить батареи, так чтобы они хорошо работали и содержали все их функции, и чтобы было намного дешевле. Что тоже делали, это на анод будут пользоваться кремний. Почему они хотят строить анод из кремния? Потому что это самый обычный элемент на Земле. Песок вообще это диоксид кремния. Это самый обычный элемент на Земле. Это, конечно, намного дешевле, чем что сейчас пользуется. Вообще говорят, что они могут строить анод за $1.20 за киловатт-час. Это как на 5 раз меньше, чем могло быть, если не пользоваться этим. Так что это тоже суммируется с тому, что я рассказал сейчас. Sit. На, дай 5. Да. И последнее, но не менее важное, что они придумали, это, как вы, наверное, знаете, сейчас батареи, не только в Tesla, во всех машинах, батарея находится на полу, где там сидишь, весь пол в машине, это батарея. В чем проблема? Что все сейчас строят машину, корпус самой машины, и потом добавляют туда батарею. Как Илон сказал в сравнении, что была большая разница, когда самолеты перестали везти топливо как груз, а поместили это топливо на крылья. Значит, топливо имеет свою функцию в структуре самолета. Что Tesla может делать, и что они придумали делать, это еще лучше, чем это. Не просто вести батарею как груз, а использовать батарею как корпус машины. Если ты это строишь алюминиевый сверху, внутри будет кремний, никель, все, что я говорил, но сверху оно алюминиевое покрытие. Ты можешь пользоваться кучу этих батарей, кучу аккумуляторов, чтобы строить корпус машины. Так что вся машина состоит из батарейки. Они уже не просто груз, а они коннектируются, строятся все вместе, и это тоже намного эффективнее, дешевле, быстрее и все это. Короче, все вместе, это новая батарея, новые материалы, новые процессы, новые способы строить. Как, например, говорили, что они могут строить батарейки с порошком прямо сухой, не там намочить и всякое, там есть всякие процессы, они хотят делать все в одном, как вы видите на этот клип. Все это дает, что они могут в течение 10 лет время Илон, в течение 10 лет они могут делать батарейки наполовину дешевле и наполовину больше энергии. Так что они будут стоить половину, и у тебя будет на 50 или на 55% больше батарей, больше километров, значит. Это они будут пользоваться, чтобы строить Tesla за $25 000. Также говорят, что используют это все для Tesla Semi, для грузовик, также, наверное, для Cybertruck и для Roadster. Все новые машины уже придумали, чтобы делать это. И как конечная конфета, как десерт, они показывали Model S Plate, который вы уже можете заказать. Стоит чуть-чуть, $140 000, но она, как они говорили, она самая быстрая машина на трассе. Самая быстрая из всех. 4 двери, 5 дверей, всех, даже 2 дверей, она самая быстрая. У нее 1100 лошадиных сил, она набирает из 0 до 100 км в час, сказали, меньше 2 секунд. Значит, она может ехать четверть миля за меньше 9 секунд.
Eta kanizna ilon использовал, чтобы постоянно говорить про Lucid Air, о чем будем говорить в другом видео, потому что это намного быстрее, чем Lucid Air, которые они сами рекламируют, что у нас машина лучше, чем Model S, и у нас все лучше, чем Model S. И Илон сказал, что типа не говорил про Lucid Air, но сказал, что мы не делаем прототипы, мы делаем машины, потому что строить прототип может делать любой, но строить фабрику, которая строит машины, это на 100 раз сложнее, чем строить прототип. И потому они типа просто показывали, для прикола делали новый Model S, $1100 денег сил, если хочешь покупай, на тебе $140,000. Так это все, что говорили на Battery Day, на день батарейки. Тоже был прикол в том, что поскольку есть вирус, не могли присутствовать там аудитория, так что там стояла вот такая куча машин, и каждый в своей машине и бибикали вместо того, что хлопать, и было постоянно бибикали, и было, короче, такой. Это все, что пока что новости. Как только скажут более детали насчет Tesla за $25,000, загрузим новое видео об этом. Надеюсь, вам было интересно. Увидимся на следующей неделе. Пока!